Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В голосовании победил вариант «Синий тигр», и в этом видео у меня для вас бомбическая подборка новогоднего маникюра этой тематики. 7 мастер-классов в большей степени для нерисующих. Итак, четко, информативно, поехали! В качестве подложки во всех вариантах данного дизайна буду использовать темно-темно-синий. Влюблена в эту торговую марку, в их гель-лаки, перекрыла ноготок буквально в 3-4 движения, просушила 1 минуту. Где-то примерно чуть меньше трети ноготка в зоне свободного края наношу голубой кошачий глаз. Ручки клиентки удобнее будет перевернуть и растушевать гель-лак в сторону центра. Делаю я это кистью гребешок для градиента, переворачиваю ноготок обратно и стягивающими движениями довожу градиент до идеала. Представляю прямоугольный магнит и делаю блик в форме френча. Просушиваю 30 секунд. Чтобы создать легкий эффект падающего снега, мне понадобятся белые хлопья. Наношу буквально 2 мм у кутикулы и кистью для градиента растягиваю к центру ноготка. Просушиваю, и так как хлопья немножко выпуклые, перекрываю более плотным топом, слегка выравнивающим слоем. Топ сушу 60 секунд, и следующий вариант. Точно так же ноготок перекрываю темно-темно-синим, просушиваю его 1 минуту и затем перекрываю базой для гель-лака тонким слоем и сушу базу только 5 секунд. Далее буду использовать металлизированные слайдеры от Milliard Nails или Анны Ткачевой. Вырезала необходимый мне фрагмент, положила на салфетку, смоченной обычной проточной водой, и штампом перенесла на ноготок. На непросушенной базе у меня есть шанс еще как-то сместить, подвинуть ноготок, если я вдруг перенесла его неровно. Силиконовой кистью разглаживаю складочки, фиксирую в лампе и добавлю немножко снежка белыми хлопьями. Точно так же кистью для градиента растушевываю к центру ноготка. С ними главное не переборщить, нанесла их буквально 1-2 мм и плавненько растушевала к центру ноготка. Подсушиваю в лампе. Данный дизайн перекрою матовым топом с серебристыми хлопьями. Перекрываю ноготок выравнивающим слоем. Сушу половину времени. Очень интересный эффект получается, кстати, в матовом исполнении. И затем густым топом глянцевым верну блеск металлизированным слайдеру и немножко придам объем. Прокрашиваю тонкой кистью аккуратно слайдер. Просушиваю 30 секунд, и дизайн готов. Следующий вариант дизайна также на темно-синий, но уже по центру ноготка и примерно где-то на треть наношу голубой кошачий глаз. Кистью гребешок для градиента растушевываю в сторону от центра. Представляю магнит, делаю блик по центру. Получается такая очень эффектная, высветленная, горящая область по центру. Просушиваю 30 секунд, прокрашиваю базой для гель-лака тонким слоем, базу сушу только 5 секунд и на недосушенную базу буду переносить слайдер. В принципе, для рисующих можно заморочиться и сделать тонкую мельчайшую прорисовку черным. А я перенесла хорошо размоченный слайдер на ноготок штампом. Поправила, если я не
ярко-синих вкраплений. И насыщенно синим с блестками я чуть-чуть оттенила в некоторых местах самого тигра и буквы. Зафиксировала в лампе и затем густым глянцевым топом верну блеск тигру и надписи. Глянцевый топ просушила некоторое время, и я решила все-таки наставить объем на эту голову тигра, сделать ее более хрустальной и объемной. Густым объемным глянцевым топом я продублировала нос, ушки и щечки тигра. Дизайн досушу 30 секунд и ноготок готов. Следующий вариант. На темно-синий по центру наискосок по диагонали наношу голубой кошачий глаз. Достаточно плотным слоем, где-то шириной 3 мм, и кисель для градиента растушевываю в стороны. Приставляю магнит и делаю блик по центру этого мазка. Он плавно растушеванный и получается такой диагональный горящий блик. Просушиваю 30 секунд и по центру этой горящей области добавлю немножко ярко-синего и точно так же растушую. Фиксирую в лампе и затем черной гель-краской. Я использую черную гель-краску для стемпинга, так как она более насыщенная и плотная, и прорисую достаточно тонко и мелко и четко тигриный принт. Просушиваю дизайн 1 минуту в лампе. Гель-краску для стемпинга обязательно хорошо просушить, чтобы она не поплыла во время перекрытия топом. И перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости. Просушиваю топ 60 секунд и следующий вариант дизайна. На темно-синий у кутикулы наношу примерно где-то 3-4 мм голубой кошачий глаз, растушевываю его к центру ноготка. Приставляю магнит, делаю блик по центру. Просушиваю 30 секунд и добавлю ярко-синего, оттеню, нанесу совсем чуть-чуть у кутикулы, как бы уголком, и растушую. Зафиксирую в лампе и черной гель-краской для стемпинга и тонкой кистью страйпер прорисую тигриный принт. Просушиваю дизайн 60 секунд и перекрываю глянцевым топом. И вот такой вот быстрый и эффектный тигриный градиент готов. Просушиваю 60 секунд, а у меня следующий вариант дизайна. После того, как просушила темно-синий, вытираю липкий слой, чтобы синий этот не плыл и удобнее было рисовать. На палитру наставила белый или серый кошачий глаз, голубой кошачий глаз и ярко-синий с блестками. И начинаю рисовать тигра. Тонкой кистью, у меня это круглая кисть, обычно ее называют для подмалевков, шириной она 1 или 1,5 мм. Начинаю прорисовку с носа и таким образом прорисовываю каждый элемент. Прорисовала, приставила магнит, сделала блик по центру и зафиксировала в лампе 5-10 секунд. У каждой лампы своя мощность, если лампа помощнее, 5 секунд достаточно. Но бывают маломощные лампы, и гель-лак может съежиться, если просушивать по 5 секунд. Поэтому время тогда лучше увеличить до 10 или может даже 15 секунд. Таким образом я прорисовываю каждый элемент, приставляя магнит и фиксируя несколько секунд в лампе. Нос и губу я раскрасила голубым кошачьим глазом, а щечки, где будут усы, белым. Прорисовываю подмалевки глаз, чтобы мне их не закрасить и примерно ориентироваться, где они будут. Голубым кошачьим глазом раскрасила скулы. Этим же голубым раскрасила лоб. Белым кошачьим глазом обрисовываю вокруг глаз.
Прорисовав практически всю морду тигра, белым кошачьим глазом прорисовываю пушистость, как бы под скулами, под щечками, такими вот штриховыми разметающими движениями прорисовываю пушистую шубку, пушистые щечки этого тигра. Делаю блик по центру, фиксирую в лампе и дорисовываю уши голубым кошачьим глазом. Закрашиваю глаза внутри белым кошачьим глазом, оставляя темные зрачки наверху. Блик делаю поярче, фиксирую в лампе. Ярко-синим добавляю соединяющие все дизайны в один акценты. Раскрасила нос таким треугольничком синим. Кистью для градиента добавляю мазки, как бы штрихи по центру лба. Оттеняю во внутренних уголках глаз и щеки тигра. Чуть-чуть добавлю на губе и щечки, где будут усы, по самому верху. Немного подкрашу глаза, чтобы блик остался ярко-белым и где-то в середине глаза были слегка синие. Черной гель-краской для стемпинга делаю тонкую прорисовку носа, глаз. Прорисовываю также тигриный принт и щечки, те точечки, места, где будут усы. Чтобы этому тигриному орнаменту, этим полосам придать более натуральный вид, прохожусь кистью для градиента, придавая визуально как бы пушистость. Также очень удобно будет кистью для градиента наставить вот эти точечки, откуда будут усы. Не забывая поставить черным зрачки, просушиваю прорисовку и беру уже белую гель-краску. У меня она также для стемпинга. И тонкой кистью страйпер совсем невесомо прорисовываю 3-4 усика с одной и с другой стороны. Ставлю маленькие точки, как блеск, на глазах и провожу по нижнему веку. Не менее минуты окончательно хорошо просушиваю дизайн. Перекрываю ноготок плотным глянцевым топом, слегка выравнивающим слоем, так как прорисовка кошачьим глазом получается достаточно объемная. Топ просушиваю 60 секунд и дизайн готов. Подборочка новогоднего дизайна маникюра готова. Что скажете? Как вам такой вариант на Новый год? Даже синего тигра можно очень нескучно и эффектно интерпретировать. А я надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. До новых видео!